Всем привет! Сегодня я буду готовить куриные рулетики с грибами и сыром в духовке. Блюдо простое, сытное и отлично подходит для семейного обеда. Давайте приступать к готовке. Я взяла 8 куриных бедер. Выбираю именно бедра, так как они сочнее грудки. Аккуратно отделяю мясо от кости, стараясь получить цельное филе. Косточки я не выбрасываю, из них я сварю бульон для бездомных кошек. Таким образом у нас получается безотходное производство и полезное дело. В итоге из 8 бедер получаем 8 ровных порционных кусочков. Подготовленное мясо нужно отбить. Выкладываю кусочки на доску и обязательно накрываю пищевой пленкой, чтобы не летели брызги. Нам нужно сделать мясо тонким и плоским, чтобы в него вошло больше начинки и рулет было проще свернуть. Важно добиться одинаковой толщины по всей площади филе, тогда рулетики пропекутся в духовке равномерно. Готовим маринад. В глубокую миску насыпаю 1 чайную ложку соли, чайную ложку паприки и немного черного перца. Добавляю 2 зубчика чеснока, которые я заранее пропустила через терку. Вливаю 50 мл растительного масла. Все тщательно перемешиваю, чтобы специи и чеснок равномерно распределились в масле. Смазываем отбитое мясо получившимся маринадом. Затем перекладываю филе в отдельную посуду и оставляю мариноваться. Курице нужно хотя бы 10-15 минут, чтобы впитать аромат чеснока и специй. Пока мясо пропитывается, у нас есть время подготовить овощи для начинки. Для начинки берем 300 грамм свежих шампиньонов. Нарезаю грибы мелкими кубиками. Такая нарезка позволит грибам быстро прожариться, и они не будут мешать при сворачивании плотного рулета. Следом берем 2 луковицы среднего размера. Их тоже нарезаем максимально мелко. Лук при обжарке даст грибам нужную сочность и аромат. В разогретую сковороду наливаем немного растительного масла и добавляем кусочек сливочного для вкуса. Сначала отправляем жариться лук. Как только он станет золотистым, добавляем нарезанные шампиньоны. В процессе жарки насыпаю щепотку соли. Постоянно помешиваем и держим на огне до тех пор, пока вся влага из грибов полностью не испарится. Обжаренные грибы с луком перекладываем в миску и добавляем к ним 200 грамм натертого сыра. Тщательно перемешиваем. Сыр соединит лук и грибы, и при запекании внутри рулета получится сочная и густая начинка. Берем замаринованное филе. На край кладу столовую ложку начинки и плотно сворачиваю мясо в рулет. Благодаря тому, что мы его отбили, оно хорошо держит форму. Проделываю это со всеми кусочками. Из этого количества ингредиентов получается 8 полноценных рулетов. Выкладываю заготовки в стеклянную форму для запекания. Дно я заранее застелила листом пергамента, чтобы мясо не прилипало к форме. Отправляем форму в разогретую до 200 градусов духовку на предварительное запекание. Пока курица в духовке, готовим соус для корочки. Смешиваем в миске 50 грамм соевого соуса, чайную ложку меда
и чайную ложку паприки. Интенсивно перемешиваем до полного растворения меда, чтобы соус стал однородным. Достаем из духовки наши рулетики, которые уже немного прожарились. При помощи кисточки смазываем каждый рулет медовым соусом. Это придаст мясу карамельный цвет и приятный подкопченый вкус за счет паприки. Возвращаем форму в духовку еще на 15-20 минут. В финале рулетики должны покрыться румяной корочкой. Посмотрите, как активно кипит сок. Это значит, что мясо внутри будет очень нежным. Наши рулеты готовы. Посмотрите, какая получилась корочка и насколько сочным вышло мясо. Друзья, если вам понравился этот рецепт, буду очень благодарна за лайк и подписку на мой канал. И большая просьба, оставьте любой комментарий для продвижения этого видео, хотя бы просто плюсик, если рецепт был вам полезен. Это очень помогает каналу развиваться. Всем приятного аппетита и до встречи в новых видео!